Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про особенности восприятия зрения при аутизме и РАС. В чем особенности? При нейротипичном развитии у нас с вами актуализирован фронт. Мы смотрим фронтально. То есть, вот, например, есть объект, и мы на него смотрим. Да? При аутизме актуализируется периферия. Сигнал от фронта слишком сильный, ребенок уходит в периферию. То есть он вроде бы смотрит вам в глаза. Вот я сейчас смотрю вам в глаза. На самом деле я смотрю периферии вот сюда или вот сюда. Идет расфокусировка зрения. Вам кажется, что ребеночек смотрит вам в глаза, а он смотрит, как кто-то там прошел мимо. Он вас не видит, он видит периферии, другой совершенно объект. Оттуда сигнал идет гораздо более слабый, поэтому он переключается туда. И при аутизме это очень широко распространенная история. Ребенок может подходить к вам очень близко, смотреть вам как будто бы в глаза. На самом деле он уходит в периферию. Он может вот здесь стимулировать, трясти палочками, руками. Это он актуализирует свою периферию. Он получает более мощный сигнал, и ему это доставляет удовольствие. Точно так же здесь. Он может вот здесь крутить пальчиками, объектами здесь крутить. Да? Это он актуализирует свою периферию, ему это доставляет своего рода удовольствие. Что с этим делать? Каким образом можно приучить ребенка смотреть фронтом? Каким образом? Общение с вами должно стать мотивационным. Ребенок должен получать от вас позитивные эмоции на том уровне, на котором он воспринимает эту действительность. То есть, если ему нравятся блестящие стеклышки, значит, у вас здесь может быть приклеено блестящее стеклышко. Если ваши эмоции, ваш аффект не дает ему позитивного подкрепления, значит, нужно использовать что-то, что для него приятно. Например, он любит еще бумагу. Вы шуршите бумагой, он смотрит периферии, вы ее уводите в другое место. Он смотрит периферии, вы уводите в другое место, пока он не посмотрит фронтом, тогда вы ему даете несколько секунд посмотреть на нее, да? Или он любит блестящее стеклышко. Вы рядом с ним держите блестящее стеклышко, он начинает разглядывать периферии, это выглядит вот так. Но не поворачивается фронтально. Это значит, что он рассматривает ваше стеклышко периферией. Вы его уводите в сторону, он опять прицеливается периферией, вы уводите. Пока он не взглянет фронтально, тогда вы даете ему посмотреть на это стеклышко. Да? То есть от фронтального взгляда ребенок получает удовольствие, то, которое сейчас ему доступно. Я думаю, что эта идея простая и понятная. Следующее, мы укрепляем связь рука-глаз. Что это значит? Вы играете с ребенком, вытягиваете его ручку. У меня просто очень длинные ручки, поэтому я вынуждена перемещаться в кадре. Вы вытягиваете его руку, тоже щекотите, шуршите или еще что-то. Он смотрит периферией, вы перемещаете или перестаете, например, делать что-то приятное. Пока он не взглянет фронтом, здесь вы даете ему позитивное подкрепление на том уровне, на котором он воспринимает эту реальность сейчас. Если ваш ребенок любит аффект, любит «Вау, какой ты молодец, солнышко мое!» да, и так далее, значит, когда он взглянет на свою руку, вы даете ему этот эмоциональный эффект. Если он не любит ваш эмоциональный эффект, он кричит от этого, закрывает уши и так далее, значит, вы ему даете то подкрепление, которое ему сейчас важно. Может быть, какой-то звук приятный. Он любит, например, как звенит колокольчик, как гудит дудка. Значит, посмотрел, подудели в дудку. Да? Или он любит цветные стекла. Значит, посмотрел, тут же у вас между пальчиками цветное стекло, да, поставили. Связь рука-глаз должно стать для ребенка приятным. Чем больше ребенок учится работать в поле стол, рука, глаз, вот это поле у учащихся, классическое поле парта и вот это пространство между мной и партой. Да? Чем больше он учится лепить, складывать пазлы, выполнять задания с карточками, с деталями и так далее, тем больше у него актуализируется фронт. Почему? По той же самой причине. У него усиливается связь глаз-рука. Чем больше нужно ему тонких мелких движений, тем больше он будет включать фронт.
Итак, еще раз пробежимся поэтапно. Первое. Реальность должна стать приятной для ребенка. Вам, может быть, кажется, что очень много всяких приятных стимулов, но для ребенка может оказаться, что ничего приятного для него и нет. Например, он любит грызть бумагу и любит выбрасывать вещи в окно. А этого нет в окружающей действительности, значит, ничего приятного нет. Да? Мы исходим из логики ребенка, смотрим, что ему нравится. Первое, значит, позаботиться о том, чтобы реальность была приятной. Второе. Мы даем приятные стимулы, когда ребенок концентрируется фронтально. Как определить, что он концентрируется именно фронтом, а не продолжает пользоваться периферией? Вы увидите, что взгляд стал концентрированный на вас. Вот смотрите, сейчас я смотрю периферией. Ощущение, что я смотрю сквозь вас, ощущение, что я вас не вижу. Я как будто смотрю сквозь вас. Видите? Сейчас я включила фронт. Вот, я смотрю прямо на вас. Этот взгляд довольно просто научиться отличать, если вы присмотритесь к ребенку. Когда он смотрит периферии, когда он смотрит фронтально. И вы ему даете объект только когда он на вас сконцентрировался и смотрит фронтально. Третье, вы тренируете связь рука-глаз. То есть вы перемещаете его руку в пространстве, ждете, пока он посмотрит фронтально, и только после этого даете ему то, что он хочет. То, что у вас в руке, соответственно. Четвертое, вы тренируете различного рода упражнения, складывание пазлов, рисование, раскрашивание, надевание бусинок на ниточку, на проволочку и так далее, в пространстве стол, рука, глаз. Это также оказывает очень мощное действие на перевод периферии во фронт. Задавайте ваши вопросы в комментариях, буду рада на них ответить. Следите за новыми выпусками на канале. Если не подписывались, то подписывайтесь. Буду вам рада. Всего доброго, будьте здоровы, пока!